Сегодня делюсь секретом, как из обычных кабачков сделать нечто потрясающее. Натираешь кабачки на крупной терке и перекладываешь в миску. Если кабачков у тебя столько, что уже можно открывать склад, этот рецепт точно пригодится. Напиши в комментариях, откуда ты меня смотришь. Интересно, где сейчас готовят этот рецепт вместе со мной. Добавляю немного соли, перемешиваю кабачки и оставлю их буквально на 5 минут, чтобы они пустили сок. А пока займемся сыром. Натираю сыр на крупной терке. Подойдет любой сыр, какой найдется у тебя в холодильнике. А мы возвращаемся к кабачкам. Хорошенько их отжимаем. Смотри, сколько здесь сока вышло. Перекладываю кабачки в чистую сухую миску. И добавляю к кабачкам тертый сыр. Вот теперь у нас уже начинает складываться что-то действительно вкусное. Нарезаю пучок зеленого лука. Можно взять любую зелень, можете взять укроп, он отлично сочетается с кабачками. И разбиваю пару яичек. Соль и черный перец добавляю по вкусу. Выглядит уже просто невероятно аппетитно, и всю эту красоту хорошенько перемешиваю. Это блюдо из кабачков можешь готовить все лето. Оно очень простое, готовится из самых доступных ингредиентов. Я добавляю сюда же небольшой пучок укропа для сильнейшего аромата. Нарезаю просто ножницами, посмотри, как просто, или ножницами. Что-то я иногда путаю. И еще раз все хорошо перемешай. Сюда же пойдет пару столовых ложек муки. Я добавляю где-то 3-4 столовых ложки, но ты смотри по консистенции. Тесто не должно быть слишком жидким и также не делай его слишком густым. И буквально чайную ложку разрыхлителя, чтобы немножечко наши сырные лепешки получше поднялись. Все в последний раз хорошо перемешай и можешь застилать противень пергаментом. Я сминаю пергамент, чтобы он лучше распределился по противню, смазываю его растительным маслом. Зачерпываю немного кабачковой массы и выкладываю на пергамент вот такими горками. На небольшом расстоянии друг от друга обязательно раскладывая тесто, потому что сейчас мы разминаем каждую вот эту горочку и делаем из нее вот такую вот красивую сырно-кабачковую лепешку. Выглядит очень аппетитно, а на вкус обязательно попробуй и сохрани рецепт, чтобы не потерять, потому что эти кабачки можно готовить каждый сезон, все лето. Отправляю в духовку, температура 180 градусов, запекаем 15-20 минут. Быстренько приготовлю лучший в мире соус. Смешиваю сметану с майонезом. Сюда же натираю 1 зубчик чеснока, если любишь, чтобы было прям супер чесночно, натри всю головку. Здесь чеснок на самом деле по вкусу, конечно, это шутка. Сюда же нарезаю немножечко любой зелени. У меня сегодня день укропа. Еще раз все хорошо перемешаю. Соль и перец по вкусу. Соус уже практически готов, но так как это мой любимый летний соус, я очищаю 1 огурчик от кожицы, натираю его в миску и перемешиваю со сметаной, майонезиком. В общем, все это хорошо перемешай. Пахнет обалденно, такой невероятно свежий, и ты только посмотри на эту красотищу. О боже, это просто невероятно, невозможно устоять, у меня уже слюнки текут, потому что я-то уже знаю, как это вкусно, а ты обязательно попробуй. Смазываю лепешку нашим быстрым, лучшим в мире соусом, сюда же пару ломтиков помидорки, можешь добавить курочку, можешь добавить вообще все, что у тебя есть в холодильнике. Немножко зелени, здесь я добавила базилик, и наслаждайся. Не забудь поделиться рецептом с подругой, и пусть твой день будет вкусным.